Сегодня рисуем корейский пейзаж. Часть первая. Работать будем тушью. Нам потребуются также каллиграфические кисти и рисовая бумага. Сегодня мы выполняем черно-белую часть рисунка. Затем весь этот пейзаж мы покроем с вами цветом, для чего будет следующий выпуск, следующее видео. Начинаем с того, что рисуем первый план, а именно стену с камнями. Мы работаем движениями линиями, да? То есть не нужно очень стараться и делать все камушки ровными, одинаковыми и одним и тем же размером линии. То есть кисть двигается свободно, где-то ваша линия будет тоньше, где-то ваша линия будет тоньше. Главное, двигайте рукой свободно, не будьте зажаты. Мы работаем в основном кончиком кисти. Чернила у нас, кисть должна быть практически сухая и работать как карандаш, то есть с минимальным количеством влаги на ней, чтобы ничего не потекло. Формы камней просто рисуйте их разными по форме, какие-то более овальные, какие-то более квадратные, и чередуйте их друг за другом, то есть так, как если бы вы укладывали стену. Затем сухой кистью с наличием чернил на ней, активных чернил, мы поскрябываем, в прямом смысле мы поскрябываем кистью по бумаге между камней в некоторых местах, чтобы затемнить их, особенно именно в тех местах, которые между камнями, да, где, собственно, обычно располагаются тени. Затем по уже имеющимся таким наложенным мазкам мы проходим еще раз тем же самым принципом, просто уже совсем черным, темным, насыщенным цветом туши. То есть мы, когда работаем в черно-белом рисунке, он может быть изначально черно-белым и уже без цвета, но тогда все будет происходить немножко по-другому. Если же потом мы собираемся накладывать сверху цвет, то в принципе нам достаточно 3 оттенков туши для работы, максимум, думаю, что 5. Все зависит от вашего уровня профессионализма и терпения, потому что это отнимает время. Теперь мы возьмем более активной черной туши на кисть и обведем некоторые камни, чтобы более их выделить и вывести на первый план. Затем мы намечаем дерево, которое находится тоже на переднем плане. Его, в принципе, можно нарисовать потом и после крыши. Это не принципиально и как вам удобно. Мне было удобнее сначала нарисовать вот это дерево, чтобы как-то сделать себе разметку относительно него, что и где и как я буду рисовать. Для тонкой линии мы оказываем меньшее давление на кисть, для более толстой линии больше давления на кисть, что важно при рисовании дерева, которое рисуется движением от точки до точки. А сейчас мы рисуем самое главное в этом рисунке – это корейскую крышу. Крышу традиционного корейского дома, который называется ханок. Работать мы сейчас в данный момент мы работаем в основном линиями. Как я уже говорила, для тонкой линии мы оказываем меньшее минимальное давление на кисть. Сейчас мы работаем в данный момент кончиком. Линия у нас совершается от точки до точки. Она может быть прямая, а может быть дугообразная. Здесь главное понять строение. То есть следите за тем, какие элементы я выполняю и как я их выполняю, для того, чтобы понять принцип изображения этой крыши. Если вы собираетесь работать с корейскими пейзажами, очень важно понять, как вот рисуются крыши их традиционных домов. Мы нарисовали сначала с вами горизонтальные линии, а сейчас наверху крыши выполняем вертикальные линии на верхней ее части. А сейчас переходим уже к другой части крыши. Сначала мы намечаем себе вот такие вот круги, которые выполняются кончиком кисти. Работаем мы активной черной тушью. Влаги на кисти должно быть по минимуму. Это при работе с любыми
малыми деталями, которые нужно рисовать аккуратно, чтобы ничего не потекло. И теперь от этих кругов мы проводим линии. Линии зависят от перспективы, то есть к краям крыши они будут немного загнутыми, посередине крыши, соответственно, от ракурса того, как мы сейчас рисуем, они будут прямыми. То есть за этим нужно немножко последить, перспективу все-таки терять нельзя. Мы рисуем, конечно, без максимальной детализации, но в то же время некоторые правила мы должны соблюдать. Теперь мы начинаем рисовать черепицу на крыше. Вот на этих, можно сказать, таких балках мы должны нарисовать дуги в одном направлении. То есть в данной ситуации они как бы выпуклые от нас, выгнуты от нас, в направлении от нас. Теперь же мы сейчас будем рисовать черепицу, которая должна располагаться в другом направлении от той дуги, от тех дуг, которые мы только что нарисовали на балках. То есть противоположно. И в направлении от нас они будут вогнутыми, а те были выгнутыми. Работаем самым кончиком кисти и чередуем их, располагаем их друг к другу достаточно близко, в противовес тому, как мы работали с вами на тех балках, которые рисовали от кругов. В принципе, я очень много объясняю, но могла бы этого не делать, так как все достаточно понятно в процессе самого рисунка. Главное только смотреть и наблюдать. Теперь мы начинаем наносить текстуру и фактуру на все прежде нарисованные части. Для этого кисть должна быть сухая, кончик ее нужно немножко распушить, и кисть должна как бы поскрябывать по бумаге. Дорисуем еще некоторые элементы и продолжаем работать таким вот поскрябывающим методом. Чернила тоже в данный момент у нас на кисти темные, просто она максимально высушена. Высушить кисть вы можете в любой момент о салфетку. Так же, как и убрать излишки влаги, а не высушить ее до конца. Итак, продолжаем затемнять некоторые части, которые нам кажется более актуальным это сделать. И теперь вот на тех самых балках, которые мы рисовали от кругов, мы тоже немного так поскребем кистью, но при этом наши вот эти скрипские движения, скребучие движения должны быть тоже той формы дуги, которую мы прежде рисовали. Мне не хватило места, потому что я хочу дорисовать еще несколько крыш, но других, и поэтому я решила дорисовать себе стену еще, по тому же самому принципу, как и прежде. Теперь мы рисуем соломенные крыши домов. Для этого дугообразными мазками мы сначала рисуем форму и затем начинаем дополнять элементами текстуры и фактуры. Рисую две крыши, одну ниже, одну выше. Как вы понимаете, мы работаем с вами так, как мы, если бы, например, делали рисунок для акварели карандашом, но не совсем, потому что в данном случае вот этот рисунок тушью, черный цвет, он будет являться частью рисунка и служит как бы подмалевком под него. Сейчас нижнюю часть соломенной крыши мы рисуем таким образом. Сначала прижимаем кончик кисти, а потом приподнимая, двигаем кисть немного вверх, чтобы сначала оставить такую черную кляксу, а потом сделать такие суховатые штрихи. Теперь кончиком кисти и темной активной тушью мы нарисуем несколько полосок вертикальных и дугообразных. И затем уже знакомым нам поскрябывающим движением максимально сухой кисти, но с наличием туши на ней, мы в некоторых местах делаем вертикально дугообразные полоски для отображения фактуры соломы. Также мы поступим и со второй крышей, соблюдая, конечно, ту форму, которую мы заполняем. Мы всегда, когда работаем с какой-то формой, мы всегда помним о ней, и все мазки
мы делаем сообразно этой форме. Теперь немного заштрихуем стену в некоторых местах вертикально, горизонтально. Сейчас мы делали это немножко более светлым, таким более прозрачным, суховатым тоном. Теперь мы возьмем более насыщенный, активный черный цвет и повторим все то же самое, но в выборочных некоторых местах, чтобы усугубить рисунок, сделать его более ярким. Теперь уже когда камни, то есть тушь подсохла на стене с камнями, мы разводим тушь до более светлого оттенка водой, получаем более светлый оттенок и в разных направлениях немного заштриховываем камни. То есть как можно чаще просто меняйте направление. И затем этим же или более темным оттенком туши мы закрашиваем участки, где у нас расстояние между балками. И немного можно тоже тушью затемнить некоторые другие места, то есть это уже по предпочтению, потому что потом мы все равно наложим с вами в следующем видео цвет. И оставляем потом все это с вами сейчас подсыхать. Переходим к заднему плану. Кисть должна быть, на ней должно быть минимум влаги. Она должна работать как карандаш. Сначала мы рисуем кончиком кисти несколько ветвей деревьев и основной ствол, и затем, уже прижимая кончик кисти, намечаем листву, в данном случае хвою сосны, и затем сухое дерево. И рисуем один из важных элементов, который относится к заднему плану, но в то же время один из главных объектов после крыши. Это дерево хурмы. Хурму мы будем рисовать с вами уже цветом в следующем видео. Здесь движение основное какое? Это линия от точки до точки. И, как я уже говорила, для тонкой линии мы менее прижимаем кисть, а для более толстой линии более прижимаем кисть. Соответственно, ветки к своему основанию более толстые и к своему окончанию более тонкие. Для рисования самых тоненьких веток мы с вами работаем с самым кончиком кисти. Продолжаем наращивать структуру дерева по тому же принципу, о котором я только что сказала. И нарисуем еще два небольших дерева снизу, сбоку, справа. Ну, можно это и не делать, это уже зависит от вашего предпочтения. Теперь нам нужно будет заполнить ствол дерева немного цветом. Для этого мы опять же с сухой кистью, но с наличием туши на ней поскрябываем по стволу дерева, создавая текстуру коры. Делаем это на больших ветках. Остальные ветки, они и так уже темные. По тому же принципу мы рисуем еще одно дерево рядом, пользуясь все теми же самыми принципами. И нарисуем ему листву. В данном случае мы сейчас работаем контуром, создаем очертания листа и затем будем заполнять их цветом. Листья приблизительно похожи на кленовые. Рисуем кленовое дерево, разновидность кленового дерева. Работаем кончиком кисти и просто некоторое количество листьев на нескольких ветках мы с вами отображаем. Теперь возьмем более объемную кисть и распушим ее кончик вот так вот пальцами. Возьмем на кисть туши. Кисть должна быть тоже максимально сухая. В некоторых местах мы используем более светлую тушь, в некоторых местах более активную тушь и просто прижимаю этот кончик кисти. В некоторых местах намечаем деревья дальнего плана. Затем перевернем кисть другой стороной. И уже самым ее кончиком создаем немного другой эффект. И уже более задний план с вами деревьев мы наращиваем. И затем, повернув кисть боком, то есть поставив ее ребром, мы делаем все то же самое. Продолжаем прижимать ее кончик, но получаем уже совершенно абсолютно другой эффект.
А пока все это, что мы с вами нарисовали, подсыхает, мы можем немного затемнить некоторые части на крыше кончиком кисти и более активными темными чернилами, если нам это хочется. Теперь возьмем опять среднюю кисть, активные черные чернила на ней. Здесь уже должно быть влаги на кисти по среднему. И кончиком кисти мы с вами рисуем листву в первую очередь на нарисованном дереве. Начинаем движение с кончика кисти, затем кончик более прижимаем, а затем опять поднимаем. И так насаживаем листву на ветки. Тем же самым оттенком чернил, прижимая самый кончик кисти, мы можем немного очертить формы тех самых деревьев заднего плана, которые мы с вами наметили прежде большой кистью. Только те самые, которые на самом ближе всего к переднему плану. Остальные можно не трогать, то есть это выборочно. И теперь наведем более такой средний оттенок чернил, разбавив их в одной, средний серый, и немного пройдемся этим цветом легким касанием по балкам на крыше. И это будет последнее, что мы с вами сделаем. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, что бы еще бы вам хотелось, чтобы мы вместе с вами нарисовали.